Здравствуйте, дорогие друзья, гости, подписчики канала Чуча ТВ. Сегодня, по вашим многочисленным просьбам, мы проведем просто мега крутой сравнительный обзор двух самых популярных топовых директ-экструдеров из Китая. Direct H2 от компании BQ и BMG Aerowind от Mellow Store. Мы не просто внешне сравним эти директы, мы разберем их по запчастям и сравним каждую запчасть друг с другом. При этом проведем еще ряд интересных тестов, которые вам однозначно понравятся. Начнем, пожалуй, с внешнего осмотра. Обратите внимание на геометрию обоих фидеров, особенно на размеры. Длина BQ составляет 60 мм. Длина BMG Aerowind тоже 60 мм. Но если посмотреть в профиль, то мы видим разницу. У винда ширина 40 мм, у H2 35 мм. Также и по высоте 35 мм, а здесь у нас 50 мм. Итак, по габаритам у нас разница составила порядка 30%. Ну а теперь давайте проверим весовую разницу. BQ у нас весит 200 грамм, а винт весит 248, что составляет всего лишь 20% разницы в весе. Такая небольшая разница в весе связана с материалом исполнения. Например, у H2 все детали полностью из металла, шестерни стальные, а корпус алюминиевый. Комплектующие Direct от Mellow состоят из трех материалов: алюминиевый корпус, поликарбонатная основа и нейлоновые шестерни. Благодаря такой комбинации мы экономим значительно вес. Поэтому разница в весе у нас составляет всего лишь 20%. Давайте продолжим внешний осмотр, а также качество исполнения отдельных элементов корпуса. Обратите внимание, как расположены ребра у обоих директов. Здесь у нас вот такие вот длинные закругленные. Отвод тепла происходит в сторону и вверх. У BMG Wind отвод тепла происходит также вверх и в сторону. При этом у обоих директов есть специальная ограничительная стенка, которая не позволяет потокам воздуха попадать на нашу деталь, особенно при печати высокотемпературными пластиками, такими как АБС, нейлон и так далее. Геометрия расположения ребер мне на самом-то деле больше нравится у BMG Wind. Мне кажется, она более правильная, но на самом-то деле это все очень спорно. Поэтому будем считать, что у обоих достаточно эффективный радиатор. Что касается моторов, то здесь у нас наблюдается правильный баланс. У Mellow Store стоит более мощный 1-амперный NEMA 17, у BQ стоит NEMA 14, менее мощный на 0,8 ампера. Но при этом здесь передаточное отношение идет 1 к 7, у Mellow 1 к 4. Поэтому можно смело сказать, что оба этих девайса готовы работать в тяжелых нагрузках и сбалансированы по передаточным отношениям очень хорошо. Теперь поговорим о обдувах. У BQ есть специальное крепежное отверстие по контуру для крепления на каретку или же установки вот такого вот одностороннего обдува 40×10. Кстати, эффективности данного обдува мне хватило. Но, конечно, в идеале хотелось бы видеть двухсторонний обдув. Как вариант, можно добавить сюда еще один обдув. Но тогда крепить будет неудобно. Крепеж нужно ставить будет сверху, а здесь мешает рычаг. А снизу не получится, потому что слишком маленький вылет. Конечно, сюда можно попробовать поставить вот такой вот двухсторонний обдув, который я использовал на BMG Wind. И мне кажется, он бы сюда, в принципе, зашел бы очень даже хорошо. Но надо будет как-то найти время и поэкспериментировать. Главным минусом крепежей данного BQ является отсутствие возможности рассоединить мотор и корпус, и между него поставить вот такую вот крепежную деталь. Вы спросите, почему? Да потому что внутренняя шестеренка на валу мотора, она запрессована и не имеет возможности смещаться. Поэтому, естественно, мотор и корпус рассоединять нельзя. У BMG Wind ситуация намного интереснее. Мотор и поликарбонатный корпус мы можем раздвинуть. Высоту ведущей шестерни на валу мотора мы можем также изменить. И благодаря этому поставить вот такой вот крепеж, который уже неоднократно ребята использовали на разных принтерах. Я считаю это удобно, потому что таким крепежом можно крепить как угодно. Сбоку, снизу, сверху, слева. Помимо этого, компания Mellow Store добавила два крепежных отверстия на расстоянии 14 мм, специально для установки на каретку Enduro 3. То есть, грубо говоря, такой директ можно поставить без каких-либо заморочек. Но еще к тому же спереди есть два маленьких отверстия для установки датчика BLTouch. При необходимости можем поставить односторонний обдув или уже вот такой вот двухсторонний обдув, который также показал себя в работе просто отлично. То есть по удобству монтажа, мне кажется, все-таки выигрывает BMG Wind. Он более продуман и на практике это довел. Ну а теперь, друзья, один из самых важных моментов, на который стоит обратить внимание производителям. Это наличие регулировки поджима. В данном случае у BQ регулировки нет. Здесь просто внутри стоит пружинка, которая поджимает филамент. Практически точно такое же решение, как на обычном МК-8. Ведь регулировка поджимания прутка очень важна.
И здесь однозначно выиграет BMG винт, у которого присутствует такая возможность. То есть у нас стоит специальный винт, которым мы подкручиваем и тем самым увеличиваем или уменьшаем силу поджимания. И благодаря этому можно использовать абсолютно любые пластики. Но я все-таки надеюсь, что компания BQ обратит на это внимание и добавит возможность регулировки натяжения филамента. Следующий момент, который мне не понравился в BQ, это крепежи, которые находятся внутри конструкции. Для того, чтобы снять термобарьер, нам нужно разобрать весь фидер. И вот с этим могут возникнуть проблемы. Потому что если его собрать неправильно, у нас будут заедать шестерни. Будет плохо подаваться филамент и так далее. Но к этому мы еще вернемся. Самым простым и логичным решением было засверлить с этой стороны отверстие и нарезать резьбу, и тем самым сделать фиксацию термобарьера именно снаружи. Вот так вот мы откручиваем немножечко винт и вынимаем термобарьер. Я считаю, что вот такое вот решение должно было сделано быть изначально на заводе BQ. У Direct от Mellow Store таких проблем нет. Потому что там нарезана резьба М7, которая является стандартом для большинства термобарьеров. То есть в такой фидер можно поставить практически любой термобарьер. Тефлоновый, цельнометаллический, биметаллический или даже вот такой вот керамический. Но и не стоит забывать, что теплопередача у резьбового термобарьера значительно лучше, чем у обычного гладкого. Поэтому здесь, друзья, однозначно преимущество на стороне BMG винт. Еще очень важный косяк, который допустили при изготовлении данного фидера. Сделали отверстие 6 мм. Дело в том, что на AliExpress я нашел только один вот такой тефлоновый термобарьер с таким же диаметром. И то он сделан из нержавейки. Биметаллических термобарьеров с таким маленьким диаметром в Китае просто не существует. И это проблема. Единственным вариантом решить эту проблему это взять и купить вот такой вот, например, Mellow-Store'овский термобарьер, биметаллический или керамический, и обточить у него резьбу. Что я в принципе и сделал. Обратите внимание, то есть я просто напильником сточил резьбу до диаметра 6 мм. И в итоге получил вот такой вот биметаллический термобарьер. Кстати, друзья, сточил его настолько хорошо, что он очень плотненько заходит в наш фидер. То есть мы его точно так же фиксируем. И в итоге получаем биметалл на нашем BQ. Купив такой фидер за $100, мы хотим получить уже готовый продукт, без каких-либо доработок. Поэтому компании BQ следовало сделать здесь или резьбовое отверстие М7, или гладкое отверстие М7, чтобы можно было использовать какой-либо из этих термобарьеров. Давайте обратим внимание на нагревательные блоки. Они отличаются. Здесь у нас используется стандартный E3DV6, видите, вот такая силиконовая защита синяя. У BQ используется красная силиконовая защита, и геометрия немножко нестандартная. Качество изготовления обоих нагревательных блоков очень хорошее. Но, как вы уже заметили, нагревательный элемент расположен в обойме. То есть мы поджимаем вот этим вот винтом, тем самым края алюминиевого блока полностью обжимает нагревательный элемент. И теплопередача значительно лучше. У BQ просто просверлено отверстие, как это сделано у Hotenda MK8. Здесь мы нагревательный элемент просто поджимаем к стенкам нашего блока. Но при этом теплопередача будет чуть хуже. То есть даже на такие с первого взгляда мелочи компания Mellow Store все равно обратила внимание и сделала, мне кажется, правильное решение. И вот, ребята, мы закончили внешний осмотр. Мне кажется, что преимущество все-таки остается на стороне BMG винт, который более продуман в этом смысле, несмотря на то, что габариты его чуть больше. При этом по весу разница у них небольшая. Ну а теперь, друзья, давайте сделаем внутренний осмотр и препарируем наших пациентов. И начнем мы с BQ-H2. Корпус соединяется двумя длинными винтами М3. Вот так вот выглядит внутренняя конструкция Direct. Рычаг, как я и говорил, у нас нерегулируемый, просто поджимается пружинкой. Усилить поджим можно, заменив пружинку на более мощную. Рычаг у нас также снимается, и каждая шестерня по отдельности. Передаточное отношение у нас идет 1 к 7. Вот, друзья, еще одна причина, почему нельзя разъединить мотор и корпус. Потому что он закреплен внутри двумя винтами. И вот так вот мы разобрали наш Direct. Давайте сделаем точно так же с нашим BMG винт. Здесь у нас используются два длинных винта М3. Мотор при этом не закреплен внутри. Его можно рассоединять. И тем самым добавить крепежную деталь, что очень удобно. Также остальные части рассоединяются. Нужно открутить, естественно, поджимной винт, отодвинуть рычаг, и редукторная шестерня тоже вынимается. Теперь детально сравним каждый элемент этих девайсов и посмотрим на качество изготовления. Начнем с мотора и ведущих шестеренок. Здесь у нас NEMA 17, NEMA 14. При этом обратите внимание, какой небольшой вылет нашего штока. То есть это нестандартный мотор. И такой мотор на AliExpress, я думаю, что вряд ли вы сможете найти. Хотя есть похожие, вам придется просто отпилить кусок.
Обратите внимание, что шестеренка здесь запрессована. И снять ее просто так не получится. У Mellow Store шестеренка имеет гужон, благодаря которому можно менять высоту при необходимости. Это нужно, когда вы ставите подобный крепеж. Тогда увеличиваете высоту шестеренки, и все у вас работает идеально. Здесь же применить такую конструкцию просто не получится, потому что вынос шестеренки нельзя изменить. В конструкции H2 используются две шестеренки. У винда используется одна шестеренка. И, как вы заметили, она нейлоновая. Вес металлических шестеренок 32 грамма. Вес нейлоновой шестерни всего лишь 10 грамм. Давайте сравним шестерни обоих производителей. Посмотрите, какая разница в размерах. Но при этом обратите внимание на геометрию и на качество самих прорезей. Если вы более детально присмотритесь, вы увидите огромную разницу между этими шестеренками. У BMG винт радиус окружности значительно меньше, чем у BQ H2. Если приложить сюда пруток, видим, что окружность максимально идеально совпадает с нашим диаметром прутка. И благодаря этому подача пластика будет более эффективной. В отличие, например, от BQ, где окружность значительно больше. Такое ощущение, что шестеренки BQ рассчитывали под пруток 3 мм, а не 1,75. И это неправильно. И в дальнейшем тесте, который мы с вами проведем, вы наглядно это увидите сами. То есть подающие шестеренки у BMG винт значительно лучше, чем у BQ H2. Теперь давайте посмотрим на качество изготовления внутренних поверхностей. Здесь мы видим, что качество изготовления обоих фидеров на высоком уровне. Использовалось хорошее высокоточное оборудование. Уж поверьте, друзья, я как токарь 5-го разряда могу это подтвердить. Но одно дело, друзья, хороший инструмент, а другое дело уметь им пользоваться. И вот здесь как раз начинаются главные проблемы у инженеров BQ, которые почему-то не обратили внимания на те важные мелочи, на которые бы стоило обратить внимание. Посмотрите, друзья, на внутренний канал нашего директа. Здесь, как вы видите, срезан угол. Из-за этого филамент может просто намотаться. Такая же проблема наблюдается и на заводском директе от компании Flying Bear, у которой тоже сглажен внутренний угол. Из-за этого филамент иногда закручивается и заматывается внутри. А теперь давайте посмотрим на аэровинт. Здесь фрезеровка более правильная. Инженеры продумали этот момент и сделали острым угол. И как видите, друзья, благодаря этому никаких зазоров нет. Шестеренка находится практически вплотную к стенке. Никуда, естественно, филамент не сможет протащиться, закрутиться и так далее. И это огромный плюс в копилку Mellow Store. Но это, друзья, еще не все. Перед вами два сверла. 2,35 и желтая 1,97. В BMG винт 2,35 не заходит вообще никак. Но при этом заходит с легким люфтом сверло 2 мм. То есть отверстие где-то 2,1. Что абсолютно правильно. Потому что мы работаем с филаментами в диаметре от 1,75 до 2 мм максимум. А вот с BQ, ребята, ситуация другая. Наше сверло диаметром 2,35 заходит отлично в это отверстие. И выходит даже насквозь. То есть диаметр отверстия 2,35. Я, честно говоря, даже не понял, для чего делать такое большое отверстие. Ведь 3-миллиметровый пруток сюда не зайдет. А 2-миллиметровый, друзья, смотрите, как болтается. Я не знаю, чем думали инженеры BQ, когда делали отверстие канала. То есть оно слишком большое. С внутренним осмотром мы закончили. Качество фрезеровки у обоих фидеров отличное. Но вот качество исполнения совершенно разное. У BQ допущены огромные ошибки именно в конструкции. И здесь вопрос не к токарям, а именно к инженерам, которые не продумали мелочи. И эти мелочи, естественно, в работе могут давать негативный результат. Касательно BMG винт, то здесь ситуация кардинально противоположная. У них вообще нет никаких недостатков. Инженеры продумали каждый элемент своего девайса. И поэтому за целый год работы на этом девайсе у меня не было ни одной проблемы. Ни с одним пластиком, ни с одной многочасовой печатью. Теперь поговорим о монтаже наших девайсов. При сборке BQ обратите внимание на следующие моменты. При фиксации корпуса к мотору нужно правильно выставить зазор. Видите, корпус немножко движется влево-вправо. Благодаря этому мы можем выставить правильно зазор между двумя шестеренками. Моторной шестерней и промежуточной. При этом закручиваем так, чтобы у нас не было люфтов и шестеренки не были пережаты. Иначе в итоге будут проблемы с заеданиями. После этого ставим редукторную шестерню. Далее собираем рычаг. После этого, друзья, собираем уже нашу конструкцию. Очень плотно она встала, и за счет вот таких вот боковых пазов здесь у нас никаких смещений не происходит. Качество обработки и фрезеровки здесь на высоком уровне. Но мы не должны забывать, что у нас используется здесь 3 металлические шестеренки, зазоры между которыми должны быть просчитаны максимально точно.
Если, например, в этих двух корпусных деталях проблем не будет, потому что они стыкуются идеально, то за счет неправильной стыковки этого корпуса и мотора мы получим заедание. Обратите внимание, шестерня вообще не крутится. То есть нам нужно теперь снова разобрать его, отпустим немножко винты, чтобы корпус двигался, ставим вторую шестерню, прокручиваем основную шестеренку и находим то положение, в котором будет максимально эффективно работать. Вынимаем все шестеренки и фиксируем. Перед тем, как собирать полностью шестеренки, рекомендую немножечко их смазать. После этого приступаем к окончательной сборке. Видим, что прокручивается, значит выставили мы правильно. Проверяем, что редуктор крутится легко, без закусываний, значит собрали мы все верно. Огромным плюсом BQ-H2 является отсутствие люфтов. Шестеренки не люфтят, рычаг не люфтит. И это круто. Но в то же время есть проблема, о которой, к сожалению, BQ не подумали. Это несоосность подающих шестеренок. Если посмотреть в область нашего канала на просвет, мы видим, что внутри одна из шестеренок немножко сдвинута. И мы получаем не идеальный овал, который должен быть. В итоге это может повлечь проблему с закусыванием филамента. Он не будет эффективно подаваться. Но так как у рычага нет возможности сдвигаться влево-вправо, мне пришлось его подточить. Источить буквально где-то 0,3-0,4 мм металла. Для того, чтобы можно было этот рычаг немного сдвинуть. Вот так вот. И вот теперь мы видим, что канал у нас выглядит правильно. Поэтому инженерам BQ нужно обратить на это внимание, чтобы у нас не было таких проблем. А теперь переходим к сборке BMG винт от Mellow Store. Здесь у нас, друзья, вообще все просто. Вставляем рычаг, фиксируем штоком, устанавливаем шестеренку. Кстати, на подающей шестерне редукторной шестерни есть гужон, которым можно выставить высоту. И одеваем сверху крышку. И это очень важно, друзья, что данный корпус собирается очень быстро и без каких-либо проблем. Здесь не нужно мучиться и пересобирать директ для того, чтобы выставить максимально правильный зазор. Учитывая то, что моторная шестерня имеет также гужон, ее можно выравнивать по высоте, а также тот факт, что все крепежи находятся с внешней стороны, регулировку натяжения редукторной шестерни и моторной шестерни мы производим с внешней стороны, просто смещая немножко фидер и мотор, до того момента, пока мы не получим легкий ход нашего редуктора. И это действительно круто, просто и самое главное, мега удобно. Когда мы все настроили, просто фиксируем винтами М3. При этом мы настроили данный фидер без каких-либо проблем, сэкономив огромное количество времени. Но я не могу не сказать о минусах, которые есть у этого фидера. Это люфт. Обратите внимание, какой огромный люфт нашего поджимающего рычага. Также присутствует люфт самой редукторной шестерни. Буквально на 0,2-0,3 мм. Если посмотреть в канал, мы видим, что редукторная шестерня тоже смещена вниз. Если ее немножечко приподнять, она становится идеально правильно. С одной стороны это плохо, но с другой стороны это хорошо, что есть этот люфт. Потому что нам не нужно ничего пилить, мы просто приподнимаем эту шестеренку с помощью обычных шайбочек. Точно так же мы можем поступить и с нашим рычагом. Просто подложить пару шайб и тем самым выставить максимально точную соосность между нашими шестернями. Давайте я вам покажу, как я это реализовал на своем рабочем директе, который проработал у меня год на эндере. Посмотрите, в канале у нас правильный овал. Потому что внутри под шестеренку я подложил маленькую шайбочку. И тем самым избавился от люфтов. Точно так же я поступил и с рычагом. Также подложил пару шайб. Конечно же, хотелось бы, чтобы Mellow Store позаботились об этом изначально. И к нам уже приходил полностью настроенный фидер. И я уже списался с инженерами этой компании. Они сказали, что в ближайшее время этот вопрос закроют. В сегодняшнем видео мы сравниваем как раз BQ и BMG Aerowind. У обоих их есть этот косяк, именно несоосность. Но дело в том, что у BQ эта проблема решается только напильником, а у BMG винт обычным подкладыванием шайбочек, что намного проще. А теперь, друзья, очень важный показательный тест для обоих директов. Проверим усилие удержания филамента. Для этого буду использовать пруток и весы. Вставляем в наш директ. При этом я буду пальцем удерживать редукторную шестерню, чтобы она не прокручивалась. Начинаем движение. 3 килограмма, максимально было 5 килограмм. BQ в пиковой нагрузке выдал удержание 5 килограмм, а дальше перешел на 3 килограмма удержания. Первый эксперимент с BMG мы проведем вообще без рычага, то есть за счет только точности самого канала и совмещения с шестеренкой. Обратите внимание, 580 грамм.
При этом рычаг у нас вообще даже не работал. То есть удержание филамента составило больше, чем полкилограмма. И это просто круто. Это настолько качественно и правильно продумана геометрия внутри, что филамент удерживается, то есть за счет даже одной шестеренки, без поджима. Проверка удержания филамента без поджатого рычага, как на BMG Wind, на BQ не получится. И смотрите почему. Здесь у нас также работает сейчас только одна шестеренка. И вот смотрите, друзья, он ходит свободно. Вообще очень легко. Без каких-либо усилий. Это говорит о том, что отверстие канала слишком большое. Вырезы на шестеренках тоже слишком большие. И расстояние между подающими шестернями тоже слишком большое. И поэтому, естественно, момент удержания у такого фидера будет значительно меньше, чем у BMG Aerowind. Что будет, если мы добавим поджим? Хотя бы просто так немножечко наживим. Вот так, чуть-чуть буквально. Смотрите, насколько легенько он поджимается. 1,3 килограмма, при том, что рычаг мы совершенно чуть-чуть поджали. Буквально немножко, видите, он даже болтается. А если сильнее поджать? 5,8. 5 килограмм. У нас удержание было 5,8 в пике. И 4,8 это рабочее усилие удержания нашего филамента внутри. При этом рычаг у нас не подкручен даже и на четверть. Если же сильнее еще закрутить, мы получим еще более эффективный результат. Начинаем тест. Это последний тест с максимальным удержанием. Очень тяжело крутить. Ребят, 8,7 килограмм было только что в пике. И сейчас 6,6. 6,5. При этом даже при таком поджимании шестерни у нас крутятся очень легко. Данный эксперимент показывает превосходство поджимного рычага перед статическим, у которого нет возможности регулировки усилия поджимания. Ну что, друзья, давайте подведем окончательный итог. И начнем, например, с BQ. BQ-H2 действительно интересный и перспективный девайс. Но на данном этапе, мне кажется, он все-таки сыроват. Потому что стоимость его $100, но в нем очень много мелких косяков, да и крупных тоже. Например, отсутствует возможность регулировки поджима филамента. Посадочное место под нестандартный термобарьер. Нет возможности быстрого съема термобарьера. Тяжелые металлические шестерни, для которых нужно тщательно подбирать зазоры. Также не очень правильная геометрия как внутреннего канала, так и самих подающих шестеренок. На этом директе я отпечатал порядка 1 килограмма. И каких-либо проблем особых я не заметил. Поэтому сказать, что он плохой, я не могу. В любом случае он будет намного интересен, чем Титан или же МК-8. Но если его сравнить с BMG Wind, то здесь мы видим колоссальную разницу. BMG Wind проигрывает только в габаритах и весе. И то незначительно. Зато выигрывает практически во всем остальном. Его легко собирать. Его легко демонтировать. Настраивать. Здесь используются нейлоновые шестерни, стандартные термобарьеры, которые продаются везде на Алиэкспресс, правильные формы блок, правильные формы внутренние шестерни подающие, правильные формы внутренний канал, который имеет диаметр 2,1 мм. Его удобно монтировать практически на любой принтер. Ну и, конечно, здесь присутствует поджимной рычаг с возможностью регулировки усилия поджима, что немаловажно. Если сравнить цену и качество, то здесь преимущество однозначно находится на стороне BMG Wind от компании Mellow Store. Как видите, друзья, если смотреть на эти девайсы по отдельности, то все они хороши. Но если их сравнить, то мы сразу видим все плюсы и минусы этих директов. Надеюсь, друзья, такой обширный обзор вам понравился. Вы для себя сделали выводы. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Я старался для вас. До новых встреч. Пока.